Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чонгуком и Тэхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это. Примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Чонгуком и Тэхёном. Десятое место. Чонгук не просто зависает, он может еще и хореографию забыть, засмотревшись на своего парня. Чонгук просто слишком влюблен, и мы не можем его за это винить. Я абсолютно серьезно хочу запретить эту бомбу, потому что Чон Чонгук так чертовски влюблен. И я больше не могу с этим справляться. Девятое место. Они всегда выбирают друг друга. Вопрос. Кого из участников вы бы взяли на необитаемый остров? Ответ Тэхёна. Чонгук. Вопрос. После получения водительских прав, кого вы хотите взять с собой в длительную поездку? Ответ Чонгука. Тэхён. Я отвезу его на море. Чонгук мгновенно дает ответ: «Да, я бы этого хотел». Чонгук говорит Тэхёну: «Как насчет того, чтобы жить здесь, на Мальте?» Восьмое место. Чонгук загипнотизирован Тэхёном. Чонгук буквально заглядывает Тэхёну в рот. Чонгук ловит каждое движение Тэхёна, каждый его вздох и выдох и подстраивается. Это даже немного пугает. Чонгук одержим им. Седьмое место. Чонгук и Тэхён ведут себя как самая настоящая пара. Одна из вещей, которые я обожаю в их отношениях, это то, как они не стесняются делать друг другу искренние комплименты, даже в самых незначительных вещах. Тэхён просто рисует быка внутри нарисованного Чонгуком талисмана. Тэхён сказал: «Окей, я нарисовал ноздри». Чонгук говорит: «О, отлично! Это красиво! По-моему, это красиво! Прекрасно, прекрасно! Это выглядит художественно, очень артистично! Ах, хорошо! Очень хорошо!» Тэхён робко спрашивает: «Надо ли мне нарисовать рога?» Чонгук хочет придать уверенности Тэхёну и отвечает: «Хорошо, хорошо, у тебя все получится». Шестое место. Тэхён, как голодный тигр, смотрит на Чонгука. У Чонгука и Тэхёна на Грэмми всегда особая атмосфера. Комментарии излишние.
Предлагаю вспомнить этот легендарный момент с концерта в Пусане, когда во время исполнения песни «Спаси меня» Чунгук сел на одно колено, а Тэхён взял его за руку и продолжил петь свою партию. Это выглядит так правильно. У Тэхёна есть привилегии, о которых мы можем только мечтать. Я так завидую Тэхёну. Он может трогать Чунгука в любой момент. Пятое место. Ревность Чунгука. Чунгуку не нравится, когда Тэхён уделяет внимание кому-то, кроме него. Это так мило и забавно, когда Чунгук ревностно дергает пальчиками. Кстати, это касается не только Чунгука. Тэхён ведет себя схоже. Меня восхищает их понимание мельчайших сигналов тела. Немного отвлечемся. Новые подробности того, как Тэхён раздавал автографы в школе обучения спецназовцев. Честно говоря, Тэхён такой забавный. В армии он остается собой. В своем влоге девушка написала о том, что рассказал ей ее дядя, который работает в школе. Автограф Тэхёна сложно получить. Для помощников преподавателей и доцентов Тэхён устраивал викторины, в которых можно было выиграть желанную подпись. Для этого нужно было принести листок с именем того, для кого Тэхён оставлял свою подпись, и ответить на вопросы. Как зовут участников BTS? Название песни BTS. Если кто-то отвечал неправильно, автограф доставался другим ассистентам. Я считаю, это заслуженно. Четвертое место. Громкие слова и действия. Это так недооценивают. Сначала Чунгук говорит: друзья не могут чистить друг другу креветки. Затем Тэхён говорит: друзья не делят одни и те же палочки на двоих. А потом Чунгук и Тэхён делают это все друг с другом. Вопрос: какое для вас идеальное свидание? Тэхён ответил: милое свидание, как игра в игры. Чунгук ответил: совместная игра в Overwatch. Также мы узнали, что Чунгук и Тэхён, которые играют в игры до восхода солнца. Тэхён сказал: обычно мы играем всю ночь и спим, когда рассветает. Чунгук добавил: это происходит только тогда, когда у нас нет никакого графика на следующий день. Обычно мы бодрствуем только до 2 или 3 часов ночи. Третье место. Ревность невозможно скрыть. Какой-то посторонний человек разговаривает с Чунгуком. Персонал, скорее всего. Ревнивый Тэхён встал, за талию усадил Чунгука, а потом и сам сел. Второе место. Этот момент сложно объяснить адекватно. Я вот уже несколько лет пытаюсь понять этот момент, цель, причину, значение, но все тщетно.
Не говоря уже, что никак не входит в рамки бро, братья, друзьяшки. Вообще никакие гетеронормативы. Что это за реакция? Что в этот момент у тебя в голове, Чунгук? Я не в порядке из-за таких моментов. Тэхён сказал, своего любимого человека я бы предпочел обнимать со спины или обнимать за талию. Это очень интересный тип объятий. Мне нравится значение, потому что это так подходит Чунгуку и Тэхёну. Если мужчина тесно прижимает вас к себе, обнимая за талию и касаясь своими бедрами ваших, он явно хочет от вас более близкой связи. Чем ниже при этом находятся его руки, тем более интимный подтекст имеет его объятия. Это свидетельство глубоких и нежных чувств. Он влюблен не на шутку. Тот факт, что собой он как бы укутывает вас в плед спокойствия и комфорта, защищая от внутренних угроз, говорит о его желании заботиться и оберегать. Такие мужчины надежны и всегда готовы подставить плечо в трудную минуту. Только Чунгук может хлопать Тэхёна по попе с самым невинным выражением лица. Я не могу перестать смотреть на это. Тот факт, что Чунгук включил этот коротенький момент, как Тэхён чувственно его обнимает, вмиг делает меня лужицей. Как же меняется лицо Чунгука, когда напротив глаза Тэхёна. Чунгук пытается скрыть свою маленькую улыбку, но у него очень плохо получается. Чунгук такой очевидный. Я заметила, что Чунгук и Тэхён едва могут держать руки подальше друг от друга. Я согласна, что всякий раз, когда они сидят вместе, они всегда притягиваются друг к другу. Я также наблюдала, как Чунгук ищет Тэхёна, когда они находятся на публике, а не в компании. Помните, он сказал, что Тэхён – его человек, который его утешает, или что-то в этом роде. Это очень незаметно, но Чунгук, кажется, всегда оказывается рядом с Тэхёном, когда они на публике, например, во время церемоний награждения или в аэропортах. Фанаты заставили нас поверить, что они отстранены и неуклюжие, как показано в контенте компании, но если присмотреться, я не думаю, что у них когда-либо были последствия. Я думаю, Тэхён с самого начала был источником утешения для Чунгука и наоборот. Я помню фанатские мероприятия, когда они были моложе, где Чунгук цепляется за Тэхёна и просто оставался рядом с ним. Буквально следовал за ним повсюду, как потерявшийся щенок. И даже сейчас, когда он стал старше, его уверенность выросла, присутствие Тэхёна по-прежнему дает ему утешение и уверенность. Чунгук иногда беспокоится, и Тэхён знает, когда его нужно успокоить. Они оба очень синхронизированы друг с другом, как это обычно бывает со многими долгосрочными парами. Я не думаю, что Тэхён и Чунгук когда-либо были отстраненными или неловкими друг с другом. Если вы не обращаете внимания на контент компании, все остальное, например, фанкамы с наградами, социальные сети, интервью, шоу, рассказывают совсем другую историю. Любой, кто обращал на них внимание, знает, что они всегда были рядом. Все их моменты, которые происходили в эпоху Соло, вообще не стали неожиданностью для нас.
Потому что нас никогда не обманывала история от компании. Первое место. Чунгук по привычке снова признался Тэхёну в любви. Тэхён сказал Чунгуку: «Теперь я могу сказать, песня Чунгука «Твои глаза говорят» – моя любимая песня». Чунгук ответил Тэхёну: «Спасибо, я люблю тебя». Давайте согласимся, что на самом деле спасибо было бы достаточно для благодарности, но Чунгук просто не мог не добавить «я люблю тебя». Возникает вопрос, почему Чунгук сказал это сейчас? Я хочу немного развить эту тему. Я выделяю 4 основные причины. Давайте рассмотрим каждую из них отдельно. Во-первых, потому что это безумно приятно. Особенно, когда произносит их не только любящий, но и любимый человек. Ведь, как говорится, от некоторых удаляешь СМС текстом «Я люблю тебя», а от некоторых месяцами хранишь банальное «Привет». Во-вторых, «Я тебя люблю» в большинстве случаев означает, что теперь наконец-то можно выдохнуть. Ваше чувство взаимно, и мне кажется, что это прекрасно. В-третьих, не всегда на чувства влияют люди. Иногда время. Я считаю, что тем, кто находится в отношениях уже достаточно долго, очень важно знать, что спустя определенный срок чувства не остыли, и они для своих половинок по-прежнему единственные любимые. В-четвертых, добрые слова способны делать с людьми чудеса. Вы замечали, как преображается счастливый человек? Он может быть последней злюкой, так сказать, старым солдатом, не знающим слов любви. Но как только узнает и слышит, что его кто-то любит, тут же буквально расцветает, становится участливее и благосклоннее к окружающим. Я считаю, что слова любви – это как мед, который обволакивает душу, когда ей горько и отчаянно. И слов любви, как и самой любви, не бывает много. Многие сравнивают «я тебя люблю» с куском сладкого пирога, когда иногда по чуть-чуть в качестве десерта вкусно. А если есть постоянно, противно и угрожающе кариесом и лишними килограммами. Но с другой стороны, любовь как терапия. Что бы ни случилось, какие бы трудности ни преследовали, ты все равно с ними справишься, если будешь знать, что где-то тебя любят и ждут. Да, от таких слов, пустых оболочек, не наполненных содержанием, счастлив не будешь. Нужно, чтобы они подтверждались действиями и поступками. Но иногда все-таки не помешает шепнуть на ушко любимому человеку «Я тебя люблю», что постоянно делает Чунгук и Тэхён, из-за чего их отношения правильные и здоровые. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!